Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на последней лекции курса «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам понравилось, а быть может и помогло то, что мы для вас сделали, вы можете поблагодарить нас донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. Итак, мы с вами подошли к сумме всех знаний о жизни после смерти и итогу нашего курса. Сегодня я его подведу. И сделаю я это через рассказ о встрече с моим самым родным и близким человеком после того, как он покинул этот земной мир. А начнем мы вот с чего. В данный момент мир продолжает попытки получения всеобщего доказательства существования жизни после смерти, и ввиду уже неоднократно оговаривавшихся причин, страхов, укоренившихся заблуждений, невежества, нежелания смотреть глубже, шире и сосредоточения на материальном, терпит на этом поприще поражение. Несмотря на то, что жизнь после смерти доказана множество раз, разными способами, инструментами, исследователями, экспериментами на протяжении тысячелетий, чужой опыт все еще не может убедить скептиков под страхом открытия гораздо большего и более сложного мира, чем они привыкли считать отмахивающихся от любых доказательств. Чужой опыт всегда остается субъективным. Для уверенного доказательства же, которое уничтожит любые сомнения неверующих, требуется опыт массовый и всеобщий, легко проверяемый и подтверждаемый в лабораторных условиях. В случае с потусторонним миром, случайным характером большинства его проявлений и трудностью их воспроизведения, по крайней мере на текущий момент, получить такой массовый опыт затруднительно, что и остается главным орудием отрицающих все скептиков. Мы с самого начала осознавали эту на сегодняшний день неразрешимую ситуацию, и потому решили идти другим путем, вместо напрасных трат сил, энергии и времени на очередные и заранее обреченные на провал попытки доказать всем обязательное выживание личности после смерти ее физического тела, предложив зрителям, слушателям и читателям получить личный опыт и эффективный способ доказать искомое самим себе и таким образом получить утешительное влияние, очищение от страхов, горя, страданий и духовный прогресс для себя лично, чтобы затем распространить все эти дары на определенное количество окружающих. В конце концов же совершенно не важно, во что верят другие. Самое главное, во что верите и что знаете лично вы, и какое возвышающее, умиротворяющее и развивающее влияние это оказывает на вашу жизнь. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что поставленная задача была нами достигнута, и те книги и статьи, что мы написали, те лекции, что мы прочитали, не только доказывают зрителю, слушателю и читателю, что его усопшие родные живы и здоровы, но и помогают ему относительно быстро покинуть области мрака, печали, депрессии, горя и скорби по ушедшим, открывая новые горизонты в понимании сущего и организации новых способов взаимодействия с любимыми в изменившемся формате их жизни. Способов установить связь с нашими родными и любимыми усопшими и получить от них различную информацию с той стороны множество. Это и медиумизм, и автоматическое письмо, и медитации, и регрессии в жизнь между жизнями, и осознанные сновидения, и прочее. Разным людям в зависимости от их психической конституции, умственного и духовного развития подходят свои способы. Понять, какой именно способ подходит конкретно вам, помогают учеба,
практика и погружение в потусторонний мир в целом, который сам по себе является мудрым поводырем, подсказывает верные направления на этом пути и старается всячески помочь тому, кто хочет открыть знания об устройстве мира, истинном смысле жизни и задачах, ради которых все это предприятие под названием «Плотный мир» существует. Я тоже прошел этим путем и обнаружил, что в моем случае наиболее эффективный метод установления связи с умершими родными – это осознанные сны. Он удобен тем, что исключает любое посредничество, риски нарваться на мошенников и шарлатанов, необходимость тратить деньги и в принципе замыкает все только на меня, что, как вы уже, наверное, поняли, я стараюсь организовать в любом процессе, так как неоднократно убеждался. Если хочешь что-то сделать хорошо и качественно, делай это сам. Начав осваивать осознанные сновидения, я весьма быстро достиг первых внушительных и многообещающих результатов. В лекции о посещении персонального ада моей любимой мамы, в которой она заточила себя по своей же собственной воле сама, я рассказал вам об одном из таких результатов. Сейчас же расскажу еще об одном, наглядно и уверенно утверждающем истину, проходящую красной нитью через все погружение в потусторонний мир. Наша реальность такова, какой мы создаем ее сами. Все сосредоточено только в наших руках, и вскоре вы сами в этом убедитесь. Шла ночь, часы показывали цифру 2. Уютно устроившись в своей кроватке, я очень быстро уснул. А осознавшись внутри сна, обнаружил себя в огромном аэропорту. Окружающий мир был очень четким и ярким. В отличие от мира моей мамы, краски здесь были насыщенные, контрастные и приятные глазу. Атмосфера благоухала позитивом. Обнаружить в ней хотя бы одну нотку тревожности было решительно невозможно. Приятный певучий женский голос по громкой связи объявил: только что совершил посадку самолет, встречающие могут пройти в зону выхода, чтобы встретить там своих родных и близких. Я посмотрел в сторону выходов с прибытия и увидел, что ко мне приближается мой самый родной и близкий человек, уже знакомый постоянным зрителям канала Даня, с историей которого все это началось и коей историей все и завершается. Он шел навстречу, улыбался ослепительной улыбкой и представлял собою квинтэссенцию понятия благополучия. Молодой, здоровый, счастливый, загоревший, подтянутый и спортивный. Ни одного следа болезни, из-за которой он покинул земной мир. Ни единого следа истощения и былых мучений от онкологических болей. Его летняя одежда, цветастая рубашка и шорты добавляли этой картине еще больше солнца и света. Увидев его, я испытал невероятную радость. Кинулся к нему навстречу. Мы обнялись, как это всегда делали и в этом мире, когда он прилетал из своего очередного путешествия, а я встречал его. «Ну как ты?» – спросил я. «Ой, я потрясающе!» – в своем стиле ответил Даня, сверкнув идеально белыми и ровными зубами. А потом, на секунду задумавшись, добавил: «И немалая доля этого моего состояния обусловлена вашими успехами и достижениями, мои дорогие. Вы большие молодцы». Он имел в виду нас, его семью, которая за последнее время, как вы и сами могли убедиться, действительно провела большую работу над собой и достигла определенных успехов в духовном развитии, очистившись от горя и страданий по временной разлуке с Даней. Радостные и счастливые, мы с моим самым родным и близким человеком пошли к выходу из аэропорта. Впереди нас ждал огромный, яркий, цветной и прекрасный мир. В этот момент я проснулся, а на лице моем ярко горела улыбка, рассеивая ночной мрак комнаты физической реальности, в которой я в данный момент проживаю.
Все выводы, которые можно сделать из этого сна и его сравнения со сном про мою маму, лежат на поверхности. Мама и Даня представляют собой двух самых родных и близких мне людей. Это два самых горячо любимых мною существа. Оба они уходили из физической жизни, измученные смертельной болезнью. Казалось бы, будь сны просто отображением моих мыслей и страстно желаемого, я должен был бы видеть их примерно одинаковыми, счастливыми и в раю. Но нет, мы видим огромную разницу. Мама была заточена в мрачном мире и подвергалась атакам ужасного монстра, представляющего собой ее мужа, моего отца. А Даня спустился с небес, здоровый, радостный и счастливый, утверждая, что все это в том числе и благодаря успехам его продолжающих земное существование родных. Все это абсолютно совпадает с данными других исследователей и стройно укладывается в картину общего массива данных о потустороннем мире, его взаимодействии с миром живых и действующих в обоих мирах законов, построении реальности силой мысли, соответствия внутренней реальности, внешней и влиянии горя живущих на умерших. Мама, умирая, была преисполнена сожалений о прожитой жизни, страхов перед мужем, страданий и печалей о несбывшемся. Даня же относился к смерти спокойно. Он был удовлетворен и доволен, пусть и короткой, но очень насыщенной жизнью. Его больше беспокоило то, что после его ухода произойдет с его родными. Именно поэтому на следующий же день после его перехода на ту сторону и начались так называемые паранормальные явления, направляемые Даней на наше скорейшее избавление от горя, о которых я вам уже рассказал ранее. Все это наглядно и уверенно в очередной раз подтверждает и доказывает, что посмертная реальность создается умирающим самостоятельно и зависит от состояния его психики, мысленных установок, стремлений и ценностей, а также в определенной мере действий оставшихся в живых близких умершего. Еще одной особенностью моих снов, совпадающей с этим массивом информации о том свете, является то, что в адский мир мамы я сошел сам, а Даня спустился из своего мира ко мне, и мы встретились в некой промежуточной зоне, визуализированной моим воплощенным в тело сознанием как аэропорт. Это подтверждает уже известный факт, что миры более высоких вибраций закрыты для более низких, но более низкие всегда открыты для более высоких. Точно так же и нижележащее сознание открыто для вышележащего, но вышележащее сознание, так называемое подсознание, закрыто для нижележащего. То есть описанная иерархия духовного мира имеет ровно такое же устройство и в мире физическом. Находящиеся выше могут спускаться вниз, но те, кто находится ниже, не имеют возможности просто так подняться наверх, пока не настроят соответствие своего внутреннего мира более высокому уровню. Несмотря на то, что Даня и мама представляют для меня двух самых горячо любимых людей, для которых я страстно желаю только самого лучшего, посмертную реальность каждый из них сотворил свою собственную. Даня попал в рай, откуда смог эффективно помочь своим оставшимся жить любимым и продолжить собственную полноценную и деятельную жизнь, а мама оказалась в аду. Но даже это не страшно и не окончательно. И мы вместе с нашими прекрасными зрителями, слушателями и читателями ее оттуда уже эвакуировали, следуя простой установке о том, что поправить можно абсолютно все. И это совершеннейшая правда. Ведь главное знание, которое открывает погружение в потусторонний мир, состоит в том, что все мы без исключения являемся могущественными бессмертными существами, способными абсолютно на все без исключения. Все мы едины,
а наши возможности безграничны, и не существует для нас ничего невозможного в любых мирах, любых жизнях и любых измерениях. Дорогие друзья, на этом наш курс лекций о жизни после смерти и устройстве потустороннего мира завершен. Мы сделали все, что запланировали, и разделили с вами наибольшее количество знаний из тех, что обладаем. Что будет дальше, решать вам. Если вы хотите, чтобы наша работа продолжилась и появились новые лекции, статьи, видео, книги и аудиокниги, примите участие в голосовании в нашем телеграм-канале. Ссылку на него вы найдете в описании видео и на экране. Мы будем ждать вашего решения. Ну а пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного. И огромное спасибо за ваше внимание, за вашу любовь, добро и поддержку на протяжении всего этого времени.